Маша уже несколько дней лежала с температурой под 40. Купание в ледяной воде не прошло даром. Сквозь тонкую паутинку сознания девочка никак не могла поверить до конца в то, что ее преданный друг погиб. Он отдал за нее свою жизнь. Ее любимый волк Дик. Слезы не переставая текли из ее глаз. Он появился в ее семье, когда она только научилась ходить. Отец принес из леса этот маленький, забавный комочек. Мама послала его за еловыми ветками, чтобы укрыть на зиму свои роскошные розы, а вместо веток отец вытащил из-за пазухи маленького, серого волчонка. В лесной чаще он наткнулся на мертвую волчицу, а рядом с ней сидел крошечный зверь. Он был растерян и не понимал, что происходит, почему мама не отвечает на его голос, он ведь так громко плачет. Мужчина понимал, что этот малыш обречен на верную гибель, и, не задумываясь ни на секунду, забрал волчонка с собой. Вначале мама ругалась, что в доме маленький ребенок, а он животину из леса притащил, да еще и дикую. Как можно быть таким безответственным человеком? Мама была непреклонна, и отец уже собирался отнести волчонка местному егерю. Пусть он сам решает, что делать с этим малышом, но бросить умирать в лесу крохотное, осиротевшее животное он не мог. Так папа говорил жене, пытаясь разжалобить маму. Но ничего не помогало. Тут мама увидела, как дочка играет с малышом. Громкий смех разносился по всему дому. Девочка бегала за волчонком, потом, поймав, взяла его на руки, и он лизнул своим розовым язычком ее маленький нос. Мама сдалась. Так семья обзавелась самым лучшим другом на свете. У них было одно детство на двоих. Они вместе учились всему, вместе точили растущие зубы, а когда мама не видела, пили молоко из волчьей миски. Волк и девочка были как пара неразлучников. Много веселых дней они провели вместе. Зимой дружно бегали кататься на горку или на коньках на речке. По весне и осени, в теплые дни, просто гоняли мяч. А летом бегали купаться на речку и валялись там в горячем песке. Любое лакомство и угощение маленькая девочка всегда делила пополам. Половину себе, а вторую половину для Дика. Когда Маша болела, волк не отходил от нее ни на минуту. Он клал свою большую, серую голову рядом с девочкой и тихо поскуливал, выражая ей свое сочувствие. Он как будто хотел забрать частичку ее боли. Когда девочка пошла в школу, волк провожал ее до самых дверей, а потом ждал после уроков, как самый преданный пес. И вот позавчера, в этот страшный день, когда они катались на коньках, Маша неожиданно провалилась под лед. В тяжелые ботинки с полозьями быстро попала холодная вода и течением быстро потащила под лед. Дик мгновенно кинулся за Машей. Он поймал ее под водой за пальто и потащил к берегу, головой пробивая толстый лед. Наконец-то в одном месте, где лед уже был очень тонкий и потрескавшийся, волк из последних сил ударил головой. Волчий панцирь и льдина раскололись, словно разбитая чаша. Зверь вытолкал Машу наверх, а сам пошел ко дну. В это время к ним уже со всех сторон на помощь бежали взрослые. Девочка с трудом выбралась из реки. Маша кричала и умоляла, чтобы люди спасли ее друга, что ему нужна помощь. Через несколько минут, недалеко от нее, на берегу лежало тело Дика. Отец с трудом вытащил его из ледяной воды, с разбитой головой в кровь. Волк лежал на том самом месте, где они вдвоем любили резвиться. Маша тормошила его, заставляла встать, потому что она не представляла, как теперь будет без него. Взрослые еле оттащили ребенка от волка и отнесли домой. Теперь нужно было спасать девочку от переохлаждения. Отец дал слово, что завтра ей дадут попрощаться с Диком. Но болезнь свалила девочку окончательно, и волка похоронили без нее. Так, Маша навсегда потеряла верного друга. С тех пор прошло немало лет. Она уже давно стала Марией Сергеевной, и у нее самой росла маленькая дочь. Животных она больше не заводила, слишком горькой для нее до сих пор была утрата лучшего друга и спасителя. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.